Приближенные Хоруса недоумевали. Дело было не только в том, что армада воителя задерживалась на таком незначительном с военной точки зрения мире, как Двел, но и зачем сам магистр войны удостоил планету личным посещением, несмотря на опасности покушений. Ведь хотя убийцы Малькадора потерпели неудачу на Деганете, все понимали, что Официо Ассасинорум не та организация, которая оставит попытки убить Хоруса. К тому же 5-я рота Хоруса Оксимандра, штурмуя Двел, попала в засаду белых шрамов, чьи действия явно направлялись неуловимым Шадраком Медузоном, диверсионная деятельность которого с каждым поражением в пустотном или полевом сражении только усиливалась. Тем не менее, магистр войны, командующий 16-м легионом сынов Хоруса, предводитель отступников, несравненный Хорус Луперкаль, был здесь. Несмотря на начальные успехи кампании, многие планы были сорваны, но примарха это не удивляло. На войне редко все проходит по плану, и уж тем более, когда в противниках такие же братья-полубоги, как он. Однако стратегическая инициатива все еще была на его стороне, а главным преимуществом Хоруса всегда было то, что он мог обернуть любую ситуацию в свою пользу, умело используя имеющиеся ресурсы. И сколько бы убийц ни слал Малькадор, какие бы сюрпризы ни готовили ему враги и союзники, эта война закончится на Терре. Падшему сыну предстоит встретиться с Всеотцом, и вот тут Хорус отчетливо понимал, что ни его сил, ни сил его братьев не хватит, чтобы сокрушить того, кого многие называют Богом. Однако знал он и то, что его отец, несмотря на все свои силы, все-таки не Бог. Он узнает секрет его могущества. Именно для ответов на свои вопросы воителю и понадобился этот мир, так как там, в древней Мавзолитике, находились криоконсервация мертвых, чья память навеки влилась в великое хранилище знаний, а для талантливого полководца информация есть самый ценный союзник. Для совещания в купол Возрождения на Двеле были приглашены также братья Хоруса. Суровый и молчаливый Мартарион, недавно прибывший с Проспера, где он потерпел неудачу в переговорах с Джагатай-ханом, и лорд Фулгрим. Многое изменилось с их последней встречи. В последний раз, когда Хорус видел примарха детей Императора, Фулгрим выглядел как безупречный воитель, герой с белоснежной гривой в пурпурно-золотой броне. Теперь же фениксиец представлял собой физическое воплощение древнего многорукого божества-разрушителя, обладая змееподобным телом, облаченный в изящные фрагменты некогда величественного доспеха. И если повелитель гвардии смерти поведал о своем поединке с Джагатаем, то фениксиец рассказал о судьбе Пертураба, избавленного им от дурацких представлений о постоянстве, о том, что Фулгрим позволил его силе подпитать его вознесение к этой высшей форме бытия. Однако в конце он не стал жертвой для любимого брата, скрывшись в оке ужаса. Фулгрим и Мартарион совершили путешествие к Двелу с целью увидеть Хоруса Луперкаля. Однако магистр войны был здесь не для того, чтобы его увидели. Он собрал братьев, чтобы его услышали. Эреб поднял великий гибельный шторм на Калте и расколол галактику на части. По ту сторону бурь 500 миров пылают в теневом крестовом походе Ларгара и Ангрона. Однако теперь от их бессмысленной резни нету прока. Выбор между победой и поражением сделает то, что происходит здесь, так как недавно Хорус узнал, что в его памяти есть несколько пробелов. Пустота там, где должны были быть безупречные воспоминания. Память примархов идеальна. Сыны Императора способны запоминать все в мельчайших подробностях. Они помнят все свои битвы, имена, людей, события. Однако, когда Хорус попросил Фулгрима рассказать о планете Молях, в зале повисла тишина. Никто из примархов и членов Марниваля, несмотря на свою совершенную память, не смогли вспомнить ничего конкретного. Хотя, согласно горологам Мстительного Духа, Фулгрим, Хорус, Джагатай и Лефаль Джонсон пробыли там 111 стандартных тиранских дней, или же 109 местных, лишь обрывочные образы, леса планеты, ландшафты, общие сведения, ничего не значащие события, но не более. На этом странности не заканчивались. После отбытия имперских сил там осталось почти 100 полков армии, 3 когорты Титаникус и гарнизонные отряды из 2 легионов. И это на планете, которая приняла согласие. Неслыханная трата ресурсов. Какая нужда была императору укреплять Молях такими силами? Ответ на эти вопросы частично содержались в хранилище знаний Двела. Артис Варфел, один из них,
Он прибыл с Молеха и в своей памяти хранил первое появление Императора на их планете. И если верно толковать грезы мертвых, то Всеотец впервые вступил на Молех за много веков или даже тысячелетий до войн единения. Он прибыл на звездолете, который так и не вернулся на Землю. Императору потребовался звездолет, чтобы добраться до Молеха. Однако не потребовался, чтобы вернуться назад. Что бы он там ни нашел, оно сделало его богом. Или настолько приблизило к этому, что нет никакой разницы. И это что-то все еще там. Ибо зачем еще оставлять на планете такую мощную оборону? Менять память примархов и воинов, сопровождавших их. Это единственное объяснение. А значит, их путь лежит на Молех. Встреча сразу трех примархов не могла пройти незамеченной, и приближенные Луперкаля не зря высказывали свои опасения по поводу его безопасности, так как изобретательность Шадрака Медузона не знала границ. Безусловно, атака на Мавзолитику стала наиболее успешной из всех попыток устранить Хоруса. Только новые способности Фулгрима уберегли полубогов от шквального огня автопушек громовой птицы, искусно спрятанные технологиями железноруких, чьи технические познания способны дать фору магасам Механикум. Даже так, Мартариона серьезными ранениями увезли на его флагман. Раны и урон получили как воитель, так и Фулгрим. Хорус слишком долго откладывал целенаправленные действия против расколотых легионов. Более тянуть с ликвидацией этих сил было нельзя. Очень много потерь и неприятностей они несли отступникам. Да и в следующий раз покушение Шадрака, мать его, Медузона, может оказаться более удачным. Для решения этой проблемы капитану 18-й роты сынов Хоруса Тибальту Мару были выделены существенные силы и ресурсы. Мар, руководивший операцией по уничтожению лоялистов Медузона, имел огромный опыт борьбы с силами расколотых легионов и поклялся воителю, что уничтожит их любой ценой. Противостояние Медузона и Тибальта Мара в этой войне станет воистину легендарным. Основные же силы легионов-предателей спустя 6 недель прибыли к границам системы Молех. Как уже упоминалось, Молех был излишне военизированным миром, к которому армада воителя подходила ограниченным составом, однако ни сотни имперских полков беспокоили Хоруса, ни когорты титанов и даже не прикомандированные астартес лоялистов. Молех был прежде всего рыцарским миром, множество домов Квесторис Империалис стояли на страже планеты и близлежащих систем, и кто, как не магистр войны, знал, на что способны эти боевые машины темной эры технологий. Подобные операции были не в новинку. В войнах Темного Согласия легионы Хоруса и Мартариона, покоряя кардитские глубины, не раз сталкивались с верными императору рыцарскими домами, хорошо обученными полками имперской армии и мощными пустотными системами защиты. Но теперь, имея ограниченные ресурсы, воитель не мог взять Молех по примеру завоевания Монахеи, и предстоящее сражение могло легко превратиться в нескончаемую войну, поглощающую ресурсы отступников наподобие той, что в скором времени развернется на Бета-Гармоне. Нет, Молех нужно взять быстро и с наименьшими потерями. Тем более учитывая то, что мир не представлял для предателей стратегической ценности, однако хранить секреты, могущие дать ключ к победе. А значит, ради этого стоит рискнуть. И магистр войны не был бы магистром войны, если бы еще до встречи с братьями не имел плана кампании, достойной его гения. Вести о приближении армады предателей дошли до командующих обороной Молеха. Как упоминалось ранее, планета располагала колоссальными силами. Почти 500 миллионов смертных солдат имперской армии под командованием лорда-генерала Гранд армии Молеха Тианы Курион. Армия, разбитая на 4 оперативных театра, могла рассчитывать на поддержку титанов Легио Фердитус, Принцепса Ута Дагона и Уту Лерна, Легио Грифоникус Принцепса Апинака и главную мощь титана класса Император Идеал Терры из Легио Круциус Принцепса Картала Ашура. Кроме того, когорты зловещих механических воинов Талаксов под командованием старшего адепта Марса Беланой Модуэн из Орда Редуктор, имеющий в своем арсенале боевые машины, танки и неведомые технологии, запертые в катакомбах горы Таргер. Ее магасы обучали сокрестанцев и поддерживали функциональность рыцарей. Как следствие, марсианское жричество представляло собой существенный центр силы на Молехе. Главной же боевой мощью являлись те самые рыцари. Несколько крупных рыцарских домов под верховным владычеством дома Дивайн
могли не просто остановить армию предателей, но и нанести Хорусу поражение. Замыкали силы обороняющихся Кастор Алкат, легат 2-й боевой группы 25-го ордена 13-го легиона, располагавший 3 ротами ультрадесанта, и капитан 16-й роты 9-го легиона Кровавых Ангелов Витус Саликар, имевший в своем распоряжении 500 Кровавых Ангелов. Они оценивали шансу на победу более трезво, прекрасно понимая, на что способны силы Легио Астартес и что они представляют из себя в бою. Именно с их подачи и под нажимом лорда-адмирала Бретона Семпера было решено остановить армаду в пустотном сражении, заманив силы воителя под огонь орбитальных платформ, так как, судя по донесениям дальних империй-регистраторов, флоты предателей не располагали достаточным превосходством в кораблях для успешной атаки на столь грозную систему пустотной защиты и кораблей Молеховского боевого флота. Тем временем к Терри, сквозь усиливающийся варп-шторма, удалось пробиться флоту 6-го легиона космических волков во главе с Лемоном Русом. Помимо своих воинов, Рус привез на тронный мир последние новости. Его стая жива только благодаря темным ангелам, чей примарх Лефель Джонсон, судя по всему, остался верен трону, ведя жестокую войну против отродий Повелителей Ночи Конрада Керса на галактических окраинах Тарамаса. Также есть данные, что еще до того, как губительный шторм сомкнулся, сам Лев с 20 тысячами темных ангелов отправился на Ультрамар. Навряд ли Джонсон сделал это заподозрив Рабаута в предательстве, но, зная короля Ультрамара, сомневаться в том, что при потере связи с тронным миром он будет строить свою империю, не приходилось. А по законам Империума это сепаратизм. Тревожные новости также касались Джагатай Хана. Его легион частью своей уже поприветствовал измену. Возможно, и остальные последуют их примеру. Вопрос с ханом оставался открытым, а судьба орду Джагатая скрыта в великих штормах. Проспера стоил волкам серьезных потерь. Алаксес лишил стаю большей части боеспособного флота, но Рус был неумолим, и несмотря на то, что часть его воинов по просьбе Дорна отправилась в разные концы системы СОЛ для ведения локальных кампаний, а флот встал на длительный капитальный ремонт, Волчий Король явно не собирался становиться стражем Терры. Стая рождена для охоты, и Лемон Рус прекрасно знал, за чьей головой ему нужно отправиться в величайшей охоте, но готовить такую охоту нужно заранее. Для этого Русу пришла в голову идея воспользоваться недавно созданным подразделением лично преданных Малькадору странствующих рыцарей. Странствующие рыцари – подразделение, созданное в годы Ереси и представляющее из себя группу элитных Астартес, отрекшихся от службы в своих легионах, сохранив верность лишь Императору и лично присягнувшим Малькадору Сигилиту, первому лорду Терры. Множество космодесантников из числа предавших легионов не участвовали в заговоре своих примархов, в основном в силу неведения, так как их подразделения вели кампании крестового похода, находясь вне связи с ядром легиона, и избежав чистки на Истване-3, были те, кто не смирился с отступничеством примархов, оставаясь верным Терри. Однако после событий на Истване-5 приказом Рогала Дорна Астартес предавших легионов подлежали аресту, что вызвало ряд выступлений против Империума по факту несогласия с таким решением. После инцидента с так называемыми отверженными мертвецами, когда легионеров крестового воинства, бежавших из заключения, пришлось практически полностью ликвидировать, стало очевидным, что необходимы иные подходы к решению данной проблемы. Так, из числа космодесантников легионов-отступников, желающих продолжить служить Императору, были сформированы спецотряды. Все они были экипированы новейшими экземплярами силовой брони, не имеющими окраски и обозначений, кроме знака Малькадора, оснащены передовым вооружением, средствами маскировки, связи и разведки, зачастую не имеющие аналогов в легионах. Немаловажным была и псайкерская защита от скверны хаоса, что проводилась самим Сигилитом, дабы воины не стали жертвами губительных сил, коим подверглись собратья по легиону в годы Ереси. Данные подразделения сыграли большую роль в так называемой теневой войне, выполняя спецпоручения в одиночку или же в составе мобильных малых групп, операций по ликвидации, слежка за лояльными командирами, как космодесанта, так и армии, нередко выступали спецпосланниками, противодействовали лазутчикам отступников и многое другое. Они, наряду с другими организациями, подвластными Малькадору, стали не только его глазами и ушами на галактической карте, но и карающей дланью Императора, прекрасно знающий свои легионы, командно-штабную структуру, секреты и особенности. Они
могли действовать на опережение, минуя легионную систему соподчинения и командования, самостоятельно принимая решения по ситуации. Следует учесть, что в состав странствующих рыцарей также немалую долю составляли астартес из лояльных легионов, откомандированных своими примархами по просьбе Малькадора. Ни численный состав, ни организационные особенности нам неизвестны. Доподлинно известно лишь то, что личным агентом прим Малькадора был Натаниэль Гарра. Также есть основания полагать, что странствующие рыцари своей частью стали прародителями будущего тайного ордена Серых рыцарей. Одной из самых значимых и знаменитых операций странствующих рыцарей стала операция группы Гарвеля Локина на флагмане воителя Мстительный Дух во время штурма Молеха. Гарвель Локин, бывший капитан 10-й роты сынов Хоруса, чудом выживший после чистки на Истване-3, отлично знал главный корабль своего примарха. В составе небольшого отряда странствующих рыцарей по замыслу Лемона Руса он должен был разметить флагман воителя для будущей операции космических волков. Задание было выполнено ценой потерь группы. Сам же Гарвель Локин и несколько рыцарей смогли избежать уничтожения, доставив Руссу детальный план корабля, что в будущем сыграет важнейшую роль в противостоянии Императора и Хоруса. События развивались в соответствии с планом адмирала Симпера. Провоцирующий флот завязал бой с авангардом флота Гвардии Смерти и Сынов Хоруса на границах системы, выводя их на орбитальные платформы, где в полной готовности ожидали торпедные блоки, ракетные шахты, защитные орудия ближнего радиуса, ионные щиты, электромагнитные толкатели, а также многие батареи макропушек. Но все шло слишком хорошо, чтобы быть правдой. Дабы взломать пустотную оборону Молеха, Хорус утвердил план члена Марниваля Граэля Нактуа, предложившего воспользоваться опытом первой лунной кампании, после которой 16-й легион был прозван «Лунные волки». Множественные сигналы на предельно близком расстоянии вспыхнули на ауспике орбитальной платформы Warzone. Это были могильные корабли, которые запускаются в пустоту, а затем полностью отключаются, сбрасывают атмосферу и летят к цели. Они не излучают никакой энергии, поэтому их практически невозможно засечь, пока они не запустят реакторы, и еще почти невозможно уклониться. 16-й легион еще раз повторил уловку 200-летней давности при покорении Луны, трижды проклятой чертовой Луны. Будь это кто угодно, кроме сынов Хоруса, адмирал Семпер бы не поверил. Кому, кроме магистра войны, хватило бы безрассудства запустить четверть своего флота в пустоту и надеяться, что они прибудут вовремя в нужное место? Тщетно магистры платформ пытались переназначить батареи на эшелонированный обстрел нижней орбиты и пересчитать огневые расчеты торпедным ячейкам. Внезапно обнаруженный враг и не собирался вести огневой бой. Молнии телепортации прокатились по оборонительным станциям. Орбитальные платформы были взяты на абордаж. Младшие офицеры станции едва ли успели заметить огромных убийц до того, как их скосил опустошительная буря огня из комби-болтера. Орбитальные платформы перешли под контроль врага. Вакриксия и Варзерба раскололи орбитальные станции, которые не захватил вражеский штурм. Warzone запустила и продолжала запускать множество торпед по безнадежно рассеянному флоту Молеха. Орудия, которые должны были прикрывать корабли адмирала Симпера, стали их погибелью. Молех представлял из себя 4 континентальных массива, лишь 2 из которых были обитаемы или хоть как-нибудь укреплены. Один был обильно насыщен промышленностью, второй пасторален. Сынам Хоруса и Гвардии Смерти предстояло направить главный вектор своей атаки на последний материк. Основной центр власти Молеха располагался в горной долине, в городе, который по иронии в честь Хоруса был назван Луперкалией, но легион десантируется не там. Более того, высадка пройдет на небольшом полуострове Домесик вдали от более пригодных плацдармов. Все дело было в Фульгуритовом пути. От этого места император покинул планету, и нужно пройти по его следам, дабы разгадать эту тайну. Ведь если он прав насчет того, что повелитель человечества обнаружил на Молехе, то станет неважно, какие миры удерживают его армии. Важно будет лишь то, что произойдет, когда он встретится с отцом.
Вот что всегда было в основе. Остальная же часть материка от общинной черты была не важна, но с этих районов могли поступать ресурсы и подкрепления. Там следовало атаковать Мартариону. Эдараки Хакон, маршал Северного Океанического, не могла взять в толк, почему такой величайший тактик, как Хорус, организовал плацдарм на острове, единственной точкой выхода с которого была узкая дамба. Никто в ее командном составе не мог адекватно объяснить мотивы Хоруса, но можно было воспользоваться возможностью наказать предателей за ошибку. И если сыны Хоруса хотели попасть на материк, им предстояло пробиться с Домесика. После ночной артиллерийской дуэли под заградительным огнем, уничтожающим разложенные противотанковые ловушки и поля спутанной колючей ленты, на берега Авадона обрушился вал цвета морской волны. Бронированный кулак огневой мощи и трансчеловеческой выносливости. Это должно было стать прорывом, осуществленным с максимальной быстротой. На острие атаки двигались 200 лендрейдеров сынов Хоруса. Никакого изящества, никаких ухищрений, просто сокрушительный удар в сердце. Эдараки Хакон встретила врага линии опорных точек, глубоких траншей, 6 полными полками армии и ротой окопавшихся сверхтяжелых танков. Первые 20 лендрейдеров погибли мгновенно, вырвавшись с дамбы под ярость тяжелых автопушек, орудий группового обслуживания и стационарных класс-пушек. Из извергающих дым останков хлынули легионеры 16-го. Молниеносный перекрестный огонь рвал их на куски. Оставшаяся артиллерия Хакон забрасывала дамбу фугасами, рассчитывая лишить танки на пляже подкреплений и задушить прорыв зародышей. Вихри и василийские предатели изо всех сил пытались подавить артиллерию лоялистов. Над головой заревели грозовые орлы и громовые ястребы. Из установок на их крыльях мчались ракеты и снаряды. По всему имперскому флоту вспухли огненные полосы. Но полки Эдараки Хакон были укомплектованы мантикорами и батареями Гидра для противодействия атакам с воздухом, прикрывая свои артиллерийские позиции, расчеты автопушек и отделения тяжелых болтеров, что продолжали вести шквальный огонь, рассчитывая остановить штурмовые группы космодесанта там, откуда они не могли ответить эффективным огнем. И тем не менее, как бы хорошо и глубоко не окопались имперцы, бронетанковый кулак сынов Хоруса медленно, но слаженно продвигался вперед, ведя по возможности ответный огонь, расталкивая остовы подбитых машин и перемалывая гусеницами трупы собратьев по легиону. В бой шел магистр войны, и ни один легионер 16-го не смеет дрогнуть, видя своего повелителя. Присутствие архипредателя на поле боя не ускользнуло от командующих лоялистами. Также стало заметным и то, что атакующие колонны Астартес в попытках прорваться излишне растянулись, оголяя фланги, чем не преминули воспользоваться имперские рыцари. Верховный правитель Молеха, лорд Ревен Дивайн, возглавлял сокрушительную фланговую атаку, опрокинувшую стройные ряды 5-й роты Оксиманда. Атаку, целью которой был Хорус Луперкаль. Штурм дамбы был лишь частью плана Хоруса. Второй составляющей был обезглавливающий удар по центру противника. Под прикрытием, казалось бы, безумного авианалета небольшой группе Краэлю Нактуа удалось совершить высадку на командный пункт Северного Океанического. Легионеры 16-го установили телепортационные маячки для наведения десантно-штурмовой группы, излюбленная тактика сынов Хоруса, не раз применявшаяся во времена крестового похода. За считанные минуты весь оперативный штаб Северного Океанического, включая маршала Эдараки Хакон, были вырезаны юстарианцами Абаддона и отделением катуланских налетчиков капитана Экадона. Луперки, тварь, порожденный колдовством, симбиоз Астартес и низших демонов хаоса. Подобие галвормок, несущих слово, луперки Гера Геродона закрыли своими телами Хоруса от копья рыцаря Цераста Равена Дивайн. Еще никогда со времен Дайвина воитель не был так близок к смерти. Отбросить рыцарей удалось ценой больших потерь в космодесантниках, а также массированным огнем орудий Глеф и разящих клинков.
Дабы не быть окруженными и перебитыми, они были вынуждены отступить, так как центр имперцев был опрокинут. Обезглавливающий удар Ноктуа разрушил цепь командования, а продолжавшие телепортироваться юстарианцы и катуланские налетчики зачищали траншеи. Эзекиль и Кибра не давали пощады. В это же время на восточной окраине континента, в 9000 километрах к востоку от общинной черты, громя 7-ю бронетанковую бригаду Афира, десантировался 14-й легион. Высадка, возглавляемая примархом, была настолько стремительной и неумолимой, что многие машины были уничтожены, так и не успев выйти из подземных бункеров. Афир принадлежал гвардии смерти. Его перерабатывающие заводы, мельницы и прометьевые скважины теперь повиновались воле Мартариона и когортам механикумов магистра войны. Пламя локализовали, повреждения устранили, и через 10 часов после начала атаки Мартариона инфраструктура Афира уже полностью функционировала. Собирались соединения танкеров, заполненных драгоценным топливом для отрядов лендрейдеров, носорогов и боевых танков, которые грохотали по растрескавшимся площадям из пирокрита. 10 тысяч воинов легиона были готовы выступить на запад к полям сражений, однако мешала одна проблема. 9000 километров густых джунглей, скалистых утесов, волнистых холмов, ребристых хребтов и отвесных обрывающихся бассейнов рек. Генералы Молиха полагали, что джунгли Куша – это надежная защита, поэтому обороняли направление лишь старая куртинная стена под охраной рыцарей дома Донор. Против этого природного защитника общинной черты Мартарион выставил всего одного воина. Существо выдыхало токсины, болезни, бактерии и штаммы вирусов, которые некогда были запрещены, но уцелели благодаря человеческой алчности. А Грульгор расширял зону охвата пожирателя жизни. Игнаций Грульгор, бывший легионер гвардии смерти, в перерождении своем сам стал пожирателем жизни, получившим разум. Ходячей пандемии. Окружавшие его джунгли умирали за один удар сердца. Деревья падали, превращаясь в разлагающийся перегной. Реки сворачивались, становясь прахом, а растительность, насыщенной газом слизью. Там, где он ступал, джунгли гибли. Им уже не суждено будет вырасти вновь. То, что когда-то было непроходимыми джунглями, таяло будто лед перед огнеметом. Существо продолжило путь на запад к общинной черте. В 50 километрах позади за ним последовала гвардия смерти. Когда линия обороны Авадона оказалась брошена, по окровавленному пляжу двинулись тысячи бронемашин, лендрейдеры, разящие клинки, носороги, сикараны, химеры и полки войск Ауксилии Литунана. И это был лишь авангард. Однако, игнорируя тот факт, что каждая секунда промедления – это время, подаренное лоялистам для подготовки более продвинутой обороны, Хорус не спешил. Прежде чем атаковать, он должен добраться до пещеры. Пещеры, где император заставил его забыть Молих. Оно двигалось быстрее, чем все, что когда-либо встречал Хорус. Быстрее эльдарского мастера клинков, быстрее мегарахнидов-убийц, быстрее мысли. Его тело состояло из тумана и света, шума и ярости. Никто из свиты Хоруса не мог причинить ему вреда. Оно разрезало космодесантников в терминаторской броне за один удар сердца, лишая тела крови и органов. Огненный ангел, держащий в распростертых руках мечи из молний. Безликий, безжалостный. Хорус понял, что это такое. Создание страж. Последняя психическая ловушка, оставленная императором, чтобы уничтожить тех, кто попытается раскопать тайны его прошлого. Концентрированный автоматический огонь не дал результата. Существо имело божественное происхождение, и оружие смертных было бесполезно. Это существо могло прикончить лишь одно. Та сила, которая породила его, сокрушитель миров, был даром от Бога. Его смертоносное навершие погрузилось в пылающее тело ангела. Когда булава магистра войны завершила свой взмах, ангела уже не было. И с его смертью Хорус вспомнил Молих. Он вспомнил все. На заре Великого Переселения император совершил путешествие сюда в скромном обличии и нашел врата во владение бессмертных богов. Он предложил им то, что мог предложить лишь желающий стать богом.
И они поверили ему. Они наделили его толикой своей силы, и при помощи этой силы он разработал науку, раскрывающую тайны созидания. Однако император не собирался возвращать свой долг богам. Он обратился к ним, принял их дары с собственным генетическим мастерством, чтобы породить полубогов. Император порицает варп как неестественный, но лишь для того, чтобы никто более не осмелился воспользоваться им. В жилах примархов течет кровь нематериального царства, она же течет в жилах каждого из космодесантников, ведь примархи – сыны императора, а Астатес – сыны примархов, и как казалось Хорусу на Молехе, он раскрыл секрет их бытия. Проход к этой силе находится в Луперкалии, глубоко под горной скалой. Он запечатан от света ревнивым богом, который знал, что придет день, когда один из его сыновей возжелает превзойти его свершение. Цель определена. Эта победа станет мигом, когда они восстанут, чтобы бросить императору вызов при помощи того самого оружия, которое он берег для себя одного. Это должно было стать апофеозом каждого из них. Отходом остатков защитников линии Авадона командовал Рейвен Дивайн, потерявший в бою с магистром войны своих старших сыновей. Гибель Эдераки Хакон означала, что на него легла обязанность сохранить жизнь тысяч солдат, спасшихся из Авадона. Добивать отступающих должны были титаны Интерфектор, Мортис и Вулкану. Однако Легио Фордитус втянули преследователей в огненную мясорубку. У них были свои счеты к предателям за то, что их Легио предательски уничтожили во время восстания на Марсе. Они шли умирать, а боевой клич Легио Фордитус стал последним услышанным для принципсов предателей. Красная месть и красное небо за красную планету. Их героическая гибель выиграла для отступающих имперских войск возможность надлежащим образом перегруппироваться в лесных долинах земледельческого пояса. При наличии удачи и умелого командования через 2 дня они должны были соединиться у стен Луперкалии с авангардными подразделениями Молехской Гранд-Армии Тианы Курион. На оперативном театре военных действий развернулось по меньшей мере 60 тысяч космических десантников, 16-й легион, сыны Хоруса, бронетехника легиона и бесчисленные полки армии. За ужасным воинством следовала примерно половина титанов Вулканум, Мортис и Вульпы. Машин Интерфектор нигде не было видно. Бой с Легио Фордитус дорого обошелся магистру войны. Его Легио обладали численным преимуществом, однако у имперцев был Титан Император и множество рыцарей. Рыцарь не мог сравниться с Титаном, но только глупец стал бы оставлять без внимания их объединенную силу. Гранд-армия Молеха собиралась на холмах к северу от Луперкалии и тянулась на восток от изрезанного основания плоскогорья Унсар до горы Железный Кулак, имея тысячи боевых бронемашин, сотни тысяч или больше солдат, множество батарей артиллерии и 2 легио титанов, мобилизующихся к бою. Битва при Луперкалии началась с предрассветного обстрела. 53 свежевыгруженных артиллерийских полка, имевшие больше 12 сотен орудий, разорвали день громом заградительного огня. Под его прикрытием по обширным просторам низинного агропояса с ревом двигался вал брони и плоти. Смертные полки, присягнувшие магистру войны, атаковали по центру, поддерживали атаку титаны, распределившиеся по всему фронту. Но и Тиана Курион заблаговременно вывела на позиции идеал Терры, Титана класса Император. Он стоял посреди строя, не перемещавшись. Его верхняя секция поворачивалась ровно настолько, чтобы навести апокалиптическое вооружение. Каждый выстрел пушек пробивал в армии магистра войны кровавые раны. Император без посторонней помощи потрошил армию Луперкаля, или по крайней мере ее смертную часть. Обходя адскую бурю и предоставив центр Ауксилии титанам, по левому флангу наступали линейные роты сынов Хоруса. Преодолев первые линии обороны имперцев, легионеры 16-го встретились с равным противником. Впереди, в идеальном боевом построении, шел ультрадесант 4-го дивизиона 2-й боевой группы Кастера Алкада. Атаковать правый фланг защитников Молеха Хорус доверил первому капитану Эзекилю Абадону, но это было настоящим безумием. 20 лет механикумы Орда Редуктор и Легио Круциус превращали гору Железный Кулак в шедевр фортификаций.
И это не считая естественного труднопроходимого горного ландшафта. Крепость, где Тиана Курион могла надежно укрыть свои резервы. Крепость, готовившая к атаке сотни автоматонов механику, скитариев. Но главное, боевые группы второго ударного эшелона титанов Круциус и Грифоникус. Хорус не воспользовался захваченными оборонительными платформами при высадке, так как наземные силы противоорбитальных расчетов Молеха наверняка уничтожат станции, слабо защищенные от ударов с поверхности. К тому же, орбитальный обстрел в условиях атаки мог задеть войска воителя, но крепость Железный Кулак была подходящей целью. Магистр войны всегда подробно изучал все сводки с обширного театра боевых действий гражданской войны. Не исключением стала кампания несущих слова накалки, показавшая сынам Ларгара, чего может стоить всего несколько залпов боевой орбитальной станции. Прежде чем первые ракеты, запущенные из стационарных шахт планеты, раскололи станцию Варзерба, воитель произвел эти несколько залпов. Ударная волна от попадания и мгновенного уничтожения целой горы разошлась серией толчков сейсмических волн. 5 сотен терминаторов поднялись из укрытия и двинулись в адскую бурю, окружавшую гибель горы. Использование юстарианцев в этом бою было тратой сил. От правого фланга имперцев ничего не осталось. Пепельные статуи, когда-то бывшие людьми, и погребенные остовы танков, превратившиеся в печь ловушки, позиции артиллерии, засыпанные камнями. Терминаторы, не сбавляя темп, расстреливали немногочисленных выживших. Видя катастрофу на правом фланге, Тиана Курион отправила часть резервов для парирования прорыва, отчетливо понимая, что смертным не устоять против Астартес, да еще и если это элитные части самого воителя. К разбитым позициям Орда Редуктор, вслед за полками армии, с центра был снят Титан класса Император. В это время, далеко к востоку от основного фронта, на куртинную фортификацию общинной черты обрушились многотысячные стаи диких зверей джунглей Молеха, бегущих от молниеносного распространения пожирателя жизни, рожденного Игнация Грульгором. Большие и малые, хищники и их добыча, бежали сплошным валом обезумевшей плоти, спасаясь от скверны. Рыцари перемещались по вершине стены, стаберы вели огонь, пока не опустели или пока стволы не раскалились слишком сильно для стрельбы, но обезумевшие животные валом накатывали на стену. Когда стада животных ушли, общинная черта лежала в руинах. Кушитские джунгли исчезли, их полностью стерли с лица земли, а вслед за животными пришли бронетанковые соединения, батальон легионеров в цветах гвардии смерти, титаны и осадная артиллерия. Переизбыток огневой мощи был нелепым. Пушки рыцарей дома Донор были пусты или непригодны, но и будь иначе, от них было бы мало толку. Последним приказом лорда Балморнов Дорна был сигнал к атаке. Общинная черта пала, оголив фланг защитников Луперкалии. Центр фронта превратился в мешанину позиционной войны, нескончаемой танковой дуэли и артиллерийского контрбатарейного огня. Дабы поддержать дрогнувшие полки Молеха, на прорыв пошли легионеры 9-го легиона Кровавых Ангелов. Капитан Витус Соликар гнал свои носороги на предельной мощности. Этим машинам более не суждено ездить после. Их цель – доставить десантно-штурмовой батальон в гущу битвы. Хороший полководец даже неудачу сможет обернуть в свою пользу, а Хорус был лучшим из полководцев. Его план относительно Сангвиния на Сигнус Прайм не удался, но и из этого можно сделать выводы. Эрип передал ему в дар существо, демона, родившегося на Сигнус Прайм из ярости красной жажды, материализовавшегося в теле пожертвовавшего собой апотекария 9-го легиона Мероса.
Каждый в подразделении Витуса Саликарда знал, что это. Каждый отчетливо осознавал ту первобытную необузданную жажду крови в своей душе. Существо взывало принять кровавого ангела внутрь себя и присоединиться к нему. Не было никакой возможности противостоять этому, но они не станут душегубами и дикарями. Наступление юстарианцев Абаддона было не просто остановлено, а раздавлено. Ракеты, разрывные снаряды, ураганы болтерного огня, лазеры и убийственные лучи орудия «Вулкан» вели ураганный огонь по всему, что могло оказать сопротивление. То немногое, что уцелело от траншей и опорных точек на этом фланге, превращалось в разносимую выстрелами пыль. Еще немного, и от элиты легиона не останется ничего. Пушки идеала Терры разрывали мир на части. Впервые первый капитан сынов Хоруса Эзекиль Абаддон почувствовал себя расходным материалом для достижения целей своего повелителя. В это время 5-я рота Оксиманда под прикрытием титанов Интерфектор продолжала биться с рыцарями дома Кошек и Тасхар, за которыми наступал ультрадесант. Космодесантники воителя не смогли удержать боевые формации, и теперь 300 воителей в облачении синего цвета ясного неба и с ненавистью в сердцах налетели на разрозненных воинов 16-го легиона. Они явились на молях, ожидая легкого боя. Это заставило их забыться, и 13-й легион наказывал их за самоуверенность. В конечном итоге сынов Хоруса Оксиманда спасла не природная хтонийская свирепость или горячая как ад в сердце стойкость, никакая либо редкая гениальность и тактика работы малыми группами и не героическое руководство харизматичного офицера. В конечном итоге их спасли титаны. Машины Интерфектор переломили ход боя, но схватка с рыцарями сделала дальнейшее продолжение битвы титанов невозможными. Ультрадесант, понеся потери в свойственной им дисциплине, отступил, но и пехотная компонента сынов Хоруса, сбив темп, потеряв прикрытие и понеся недопустимые потери, более не могла наступать. По всей линии фронта войска воителя запрашивали уставки подкреплений. Ни одно сражение никогда не шло по плану, и это не стало исключением. Демон не сдержал обещания обратить ангелов. Предполагалось, что ввергнутые в безумие сыны Сангвиния разрушат центральную оборону, поддержав армию. Но теперь поля перед хребтом представляли собой смертное поле, покрытое горящими остовами и трупами. Тысячи уже умерли, и еще тысячам предстояло умереть. Титаны Хоруса начали день, имея количественный перевес. Однако идеал Терры Легио Круциус неуклонно сокращал это преимущество, попутно уничтожая подразделения Абаддона на левом фланге, а Оксиманд увяз на правом против сил 13-го. Схватка естественным образом перешла в переменчивые приливы и отливы бурных наступлений, стратегических отходов, полных разгромов и плавных выпадов. Потеря кровавых ангелов ужаснула генерала Гранд-Армии Моли Хатиану Курион, однако их самоубийственная атака прогнула вражеский фронт в центре, дав ее пушкам больше возможности задавить наступление. Потеря горы Железный Кулак была немыслимой, имперский фронт рухнул в нескольких местах, однако этого было недостаточно для прорыва. Хорошая оборона в глубине и многочисленные фланговые вылазки позволила силам генерала Курион встретить все прорывы и сдержать их, а местоположение идеала Терры смыкало на себе силы двух фронтов, давая идеальную позицию для контратаки рыцарей, почти не понесшие потери после отступления с Аваддона. Грозная сила для того, чтобы раздробить вражескую армию. Магистр войны фатально недооценил сопротивление, с которым ему предстояло столкнуться. Чтобы пробить этот фронт, Хорусу понадобится снова формировать ударно-штурмовой клин. Ему нужно задействовать остальную часть легиона и остаток сил титанов.
Но он не спешил бросать на убой резерв ставки. На Молихе не было третьего легиона, но на планету высадился их демон-примарх, та сила, которую Фулгрим столь охотно принял, многие года сладко нашептывал во снах правителей Молиха. Правителей рыцарских домов, давно погрязших в феодальных интригах и склоках. Ничто на поле боя не могло пробить щиты идеала Терры. Однако предательский удар пришелся из-под щитов с тыла, как вовремя Альберт Дивайн убил своего брата Ревена, заняв законное место в кабине рыцаря. Несчастный калека стал легкой добычей для сил хаоса, которыми Фулгрим отравил дух древней машины и ее пилота. В это время магистр войны вел в бой весь легион, ибо экран Гололита заполнили новые отметки. Именно там, где было нужно, именно тогда, когда было нужно. Все составляющие его плана сошлись, никто не мог бы подгадать вовремя прибытия гвардии смерти, но Хорус – магистр войны, и это не просто красивый титул. Луперкалия пала, войска воителя вступили в город. Впереди шагал дредноут, на лобовые пластины которого сыны Хоруса прибили тело Тианы Курион. От контингента Кастера Локада осталось всего 3 отделения. Капитан видел, как 16-й легион стягивается к столице, оставив без внимания то, что по всему Молиху еще идут сражения с гвардейцами смерти. Погибнуть в бою, забрав с собой столько отступников, сколько получится. Либо попытаться раздобыть транспорт и эвакуироваться. Именно в этот момент к легату за помощью обратилась гражданская. Она не была из верховных лордов или офицеров Астра Милитарум и не принадлежала к чиновникам администратума, чтобы иметь полномочия просить воинов Астартес о помощи. Но она была вечной. Оливия Сурека рассказала капитану ультрамаринов о тайном портале в царство зла, о том, как много сотен лет назад сопровождала императора во время первого посещения Молиха и видела его возвращение. Император оставил армии для охраны от явных незваных гостей, однако ему требовался кто-то, чтобы не пускать одиноких безумцев, искателей темных знаний или любого, кто случайно наткнулся на правду. За время ее пребывания на Молихе она убила 130 человек, которых притянул сюда шепот зла, просачивающегося из врат. Она не знала, почему император не закрыл проход тогда, и мог ли он это сделать вообще. Она знала, что ей необходимо выполнить свой долг и запечатать врата, не дав падшему сыну шанса получить то, что некогда забрал у темных богов повелитель человечества. Кастер Локад не мог объяснить, почему поверил этой девушке, но внутренне он знал, что нужен здесь, знал, что его жизнь нужна императору. Горстка ультрадесанта заняла оборону входа в древний проход, продавая свои жизни за секунды, что были нужны Оливии Сурека для завершения ритуала. Но даже их сверхчеловеческая стойкость не могла остановить полубогов.
Артарион обогрел кровью своего брата черные плиты таинственных врат. Проход в царство губительных сил был открыт. Из разрушающихся врат возник смертный бог, еще более великолепный и опасный, чем когда-либо, полный силы, которой до него пользовалось лишь одно существо во всем мироздании. Для окружающих прошло всего несколько мгновений, но для Хоруса в мирах темных богов прошла целая вечность. За эти мгновения он сражался в войнах, убивал чудовищ и бросал вызов богам, вырывал власть у тех же самых богов во главе громадных армий демонов, сражался в битвах, которым предстояло незримо бушевать целую вечность. Он завоевывал в империях 1000 царств, миллиарды принадлежащих ему вассалов, однако отверг это. Он мог взять любое удовольствие, любой трофей, но отказался от всего. Он взял ту силу, которую взял его отец, однако сделал это без обмана. Он взял ее силой оружия и благодаря вере в себя. Не было никаких сделок, никаких обещаний, которые необходимо исполнять. Сила принадлежала ему и только ему.